Всем привет! Наконец-то выхожу к вам на связи в нормальном качестве картинки. К сожалению, до этого не было возможности это сделать. Сейчас, пока едем в автобусе, хочу вам рассказать про нашу эвакуацию из Харькова. Вообще, на самом деле, я уже записала это видео, но только что очистила фотоаппарат и удалила часть видео, поэтому первая часть будет сейчас, а вторая часть будет из автобуса в Румынии. Начнем с того, что мы уехали из Харькова после обстрела нашего дома. Когда градами обстреляли наш дом, повылетали окна, пробило крышу, и мы накрывали с собой детей, тряслись окна, стены, и было очень страшно. Мы до последнего не хотели уезжать, но после того, как обстреляли наш дом, у нас просто не осталось выхода. Как мы выехали? Мы выезжали на двух машинах. Выехала моя семья и семья мужа. Мужчин с Украины не выпускают, поэтому задача наших мужчин была, чтобы доставить женщин до границы. Меня, моих детей, мою маму, мою сестру и мою свекровь. Соответственно, мужчины наши, мой муж, свекор и папа, они на двух машинах через всю Украину доставляли нас до границы с Румынией. Выезжали мы из Харькова рано утром, как только закончился комендантский час, в 6 часов утра. У нас была колонна, об этом чуть попозже. Ехали мы через Валки, потом Полтава, потом Кропивницкий, Умань. В Умань мы не заезжали, Каменец-Подольск и Черновцы. Вот. На самом деле было очень страшно ехать, потому что были случаи и обстрела машин, и попадания снарядов, и горели машины. Было очень страшно выехать с Харькова. Очень много блокпостов. И если на все это не смотреть, закрытыми глазами проезжать разрушенный напрочь Харьков, блокпосты, где стоят наша тероборона с оружием, проверяют документы. Это все, конечно, очень страшно, но если на это не обращать внимания, в принципе, спокойно можно выехать. Единственное, что очень большие пробки везде, очень огромные пробки. На выезде с Харькова на Холодной горе была огромная пробка возле танкового училища, которое разбомбили. Уже были пробки очень сильные возле Чутова, по-моему, Чутова называлась. Пробка длилась 6 часов, мы 6 часов стояли в пробке, мы с детьми. Естественно, в пробке с детьми в машине это очень тяжело, я хочу вам сказать, через всю Украину ехать с детьми на машине. Ходили в туалет в лесу, в кустах, за деревьями, в поле. Холодно, зима, представьте себе, брали с собой горшок. Запасались едой как могли. По пути что только с нами не случалось, у нас сломалась машина и заканчивался бензин, негде было взять, потому что все заправки, которые в областях, они пустые. Если в самом городе, например, в Виннице есть бензин, то в окрестностях, в городах бензина нет, и нам помогали местные жители, мы просили у людей бензин, нам везде были добрые люди, нам очень повезло с этим, что и машину отремонтировали у добрых людей, пока был ремонт машины, мы хозяйки дома сидели, она нам чай, кофе делала. И тот, кто нас с бензином нам помог тоже. И термос с чаем принесли, и печенье, и детям, и все. В общем, очень круто ко всему нам относились наши соотечественники. Вот, поехали мы. Цель наша была выехать из страны, потому что даже на Западной Украине, в Черновцах, вроде пока что все спокойно и ровно, и Полтава, все спокойно, но вот этот вот страх, который мы пережили, вот этот ад, который мы пережили, и вздрагивание от каждого самолета, от каждой сирены воздушной тревоги. Кстати, у нас в Харькове за все время войны ни разу не было включена воздушная тревога, чтобы мы слышали именно в нашем районе. Может, где-то и включали, но у нас мы ничего не слышали. Мы только видели истребители над нашим домом, которые летели, слышали грады, которые мы обстреливали, и уведомления на телефон приходили, таким образом мы бежали прятаться. Вот. Поэтому мы решили покинуть страну с женщинами. Конечно, очень тяжело было прощаться с нашими мужчинами, это самое тяжелое, наверное, что было.
особенно на границе, когда дети прощаются с папой. Все в слезах. Но даже нашим мужчинам так спокойнее, безопаснее, когда мы за границей, они хотя бы сами могут эти все вещи пережить как-то более спокойно, потому что знаешь, что мы в безопасности. Едем мы в Германию. Путь у нас такой: через румынскую границу, в пункте пропуска Порубне. Мы стояли 3,5 часа, очень замерзли на границе. Конечно, если переходить границу машиной, очередь намного больше. Там, по-моему, 2 километра очередь. Мы переходили пешком, нам еще повезло, нам пошли в очередь пограничники нас с детьми в ту очередь, где с машинами пропустили. Мы 2 очереди, получается, не стояли целыми. Я не знаю, как это объяснить, но короче. Холодно было все равно, но мы стояли где-то 3,5 часа в очереди на таможне. Пока мы стояли в очереди на таможне, нас кормила украинская кухня, украинский народ. Очень вкусно было оливье, был плов, борщ, картошка, чай, кофе, вафли, соки, все бесплатно, вода, бутерброды носили, печенье. То есть пока вы стоите на таможне, вас кормят. Потом, когда мы перешли таможню в Румынии, почему в Румынии, тоже попозже расскажу, есть еще пропуска Дякова, и там меньше людей. Но туда нам нужно было от Черновцов ехать 200 километров. Мы решили, что мы чуть-чуть дольше на таможне постоим, но... Поэтому можете выбирать пропуска Дякова, если вы на машине, и для вас не проблема еще 200 километров проехать. Мы просто ехали неделю. Мы неделю добирались до границы с Румынией и с Харькова по пробкам. В Умане мы стояли 12 часов в пробке до 2 часов ночи. Мы искали себе еще жилье, поэтому с пробками мы неделю ехали с Харькова до Черновцов. Когда вы переходите границу в Румынии, вас сразу встречают волонтеры. Волонтеры вам дают горячую еду, игрушки, пледы, одежда, обувь. Есть медикаменты, которые можете взять. Целая там палатка медикаментов, все бесплатно, от головы, от жаропонижающие, от боли в животе, все, что вам нужно, можете взять бесплатно. Вещи какие-то, если вы что-то забыли, вы можете также взять бесплатно. Салфетки влажные, памперсы, смеси, еда, очень много дают еды. Также волонтеры нам дали румынские деньги, 400 лей. Только пересекли границу, все, пожалуйста. Волонтеры спрашивают, куда вы будете ехать, в какой город, в какую страну. Если у вас где-то есть родственники, они помогают вам сесть на автобус, на поезд. Все абсолютно бесплатно. Если вам некуда ехать, так как нам некуда было ехать, вы также им это говорите, и тогда вам предлагают варианты, куда поехать, где остаться переночевать, какие дальше страны, где принимают. Мы выбрали Германию, потому что в Германии дают социальные выплаты, плюс медстраховку, школа-садик бесплатно и предоставляют еще жилье. Поэтому выбрали Германию. Можете выбирать какую-то другую страну, но я не знаю, если там какая-то помощь. Мы едем туда по параграфу 24, не по программе беженцев, потому что по программе беженцев вы не можете работать и вы не можете покинуть страну в течение, по-моему, полугода или года. По параграфу 24 вы можете работать и можете покинуть страну, и такие же у вас точно условия, тоже вам и выплаты дают, и все. Мы выбрали поэтому Германию. Вот. Нас посадили в автобус, и дальше вам сейчас расскажу, переключусь на видео из этого автобуса, потому что, повторюсь, сейчас съемки выпала из кадра, точнее я удалила случайно. Вот, и все, что было дальше, расскажу вам в следующей части. Еще фрагментик, да, запишу, забыла рассказать. Нам негде было останавливаться по пути в Черновцы, поэтому я обращалась каждый день в сторис к своим подписчицам, девочкам, которые откликнулись и предоставили всей нашей семье из 9 человек крышу над головой. И первая наша остановка была в Полтаве.
Спасибо вам огромное, девчонки, за ваши вкусные борщи, за ваше гостеприимство, за то, что вы мне такие добрые, отзывчивые, классные, за то, что вы приютили всю мою большую семью с нашими, с мужем, родителями, с сестрой, с детьми, с моими. Сами спали, скажем так, не в комфортных для себя обстоятельствах, когда приехала Кагала из 9 человек. Спасибо большое, что вы не побоялись каких-то временных неудобств и дали нам крышу над головой. Девочки, вам большое-большое спасибо за это. Спасибо тем девочкам, которые нас у себя приютили, тем семьям, которые приютили. Первая это была Ленка, которая в Полтаве, у нее своих 3 детей было. Это я так вкратце нашу дорогу рассказываю. И вообще, если вы собираетесь выезжать, то лучше выезжать колонной. Не одной машиной, а чтобы это было машин 10. У меня есть контакты, если вы хотите выехать, можете ко мне обратиться, я вас добавлю в телеграм-канал, где каждый день из Харькова выезжают колонны машин. Уже когда вы эвакуируетесь одни на машине, опасно. Опасно, потому что машины попадают под обстрелы, и лучше ехать в колонне. Когда это колонна, на всех машинах написано «дети», то это более безопасно. Вот. В общем, мы в Черновцах тоже. Очень сложно найти жилье, все забито. Почему поехали в Черновцы, а не во Львов, как все едут? Потому что во Львов очень-очень-очень массовый наплыв беженцев, там вообще негде остановиться, там такие цены зарубили на жилье. Мам, сколько во Львове стоит аренда квартиры сейчас? 5-8 тысяч долларов в месяц. 5-8 тысяч долларов в месяц во Львове квартира стоит сейчас. Короче, вообще наживаются на своих. Это ужас в такое время. Поэтому мы поехали в Черновцы. И в Польшу мы тоже не захотели переходить границы, потому что там тоже очень-очень сильно большой ажиотаж. В Румынии, с Черновцов, если переходить в Румынию, 30 километров до границы. И здесь быстрее все проходит, особенно если пешком. Вот, поэтому мы ехали до Черновцов. Что нужно создать? Дайте мне ручку. Чтобы пройти... Если есть семья, например, для гостиницы нужно создать количество людей, например, 5 человек, 6 человек, кто-то 2, помогает водителю. Она у нас английский знает, поэтому она помогает. Как семья 2 плюс ребенок. Вот. Меня слышно? Смотрите, что нам нужно сейчас сделать? На листике написать, если есть семьи, либо друзья, кто хочет жить вместе. Знаете, какая проблема была единственная в этом всем? То, что, во-первых, у нас в Харькове отключили не воду, а отключили отопление, отключили газ и отключили свет. То есть в квартире была только вода. Ну и, естественно, разбитые стекла. Вот. Хотя бы у девочек мы смогли покупаться, помыть голову. Ну, волосы все равно запутанные, кошмар. Вот, наконец-то, сегодня мы пересекли румынскую границу. Нас встретили волонтеры, посадили в автобус, накормили едой. У Тимура много новых игрушек. Правда, он сейчас в планшете, но у него там много новых игрушек. Можно брать одежду, обувь на границе здесь. Я взяла Тимуру пледик, потому что наш любимый пледик остался в Харькове. Взяла ему сразу здесь пледик, взяла ему игрушки, вода, еда. Здесь еще румыны. Накормили нас еще больше. Я сейчас съела огромную тарелку с картошкой, с колбасой, ставлю, покажу вам. Воды надали, плюс можно брать вещи, салфетки, памперсы, стоят смеси, банки со смесью. Если вы хотите, у вас ребенок грудной, вы не переживайте, здесь на румынской границе очень много смеси разные, Нан, Нестле, какие-то там еще были смеси, памперсы, салфетки, много, кстати, этих всех таблеток от головы, от горла, от температуры, все бесплатно. Просто подходите, говорите там headache, например, или горло болит, нос, там везде стоят перевозчики, везде есть эти волонтеры, девочки, которые разговаривают на русском, на украинском языке, и подходят к вам, спрашивают, куда вам дальше ехать, вы говорите, едете мы там, хотим дальше, например, в такую-то страну или в такой-то город. Все автобусы, все поезда здесь бесплатные. Нас сейчас везут в город, уже я забыла, как это называется. Там мы будем ночевать, нас там покормят, там поночуем, покупаемся. Завтра мы едем, везут нас в Венгрию, Австрию, тоже абсолютно все бесплатно. Кормят, везут, дальше не знаю, что будет, но самое хорошее из этого всего, что не летают над головой грады, никто не стреляет.
не взрываются ракеты, бомбы. Спокойно. И плюс нам, женщинам, спокойнее то, что мы вместе все. Я, мама, свекровь, Алина, дети, мы все вместе. Вот. Единственное, что мужчины наши остались в Украине. Но они там тоже все вместе. Свекор, муж и мой папа, они тоже там все держатся вместе. Вот такой вот у нас сейчас жизненный этап. Значит, чего-то он нам послан в жизни, для чего-то мы должны это пройти, переосмыслить ценности жизненные. Знаете, вот вроде бы живешь, работаешь, зарабатываешь, все это вкладываешь, а потом в один прекрасный момент ты понимаешь, что это все не имеет никакого значения. Самое главное, это жизнь твоя и твоих детей, и удивляешься, насколько тебе просто и легко прощаться с теми вещами, которые ты раньше считал очень ценными для тебя. В общем, вот такая вот у нас пока что информация. Если нужны кому-то какие-то контакты, как выехать из Харькова, на какие есть в этом телеграм-канале, в который мужа моего друг, он организовывает эти все машины, и там есть свободные, например, места. С Харькова едет машина, есть там 2 свободных места. Можно к этим людям добавляться и выезжать. Где ночевать, где заправляться, все это тоже там есть. Поэтому, если у вас есть вопросы, как выехать с Харькова, в других городов я не знаю, не подскажу, но с Харькова могу подсказать. Вот. Какие-то вопросы по пересечению границы. Я слышала, что вроде бы как мужчин с белым билетом пропускают. И тех, у кого более чем 3 ребенка. Вот. Наших нет. Папа у меня еще возраста призывного, поэтому его не пропускают. Свекор мог с нами поехать, но он решил оставаться с Антоном и с моим папой. В общем, мужчинам держаться вместе. Мы, женщины, здесь будем держаться вместе, а мужчина будет там. В общем, буду держать вас в курсе, пока едем в автобус. Я решила такую краткую информацию вам записать. Если будут какие-то вопросы, пишите. Вот, на все постараюсь ответить. И увидимся с вами уже, я не знаю, когда будет у нас интернет. Пока у нас нет интернета, нам обещали дать карточки. Wi-Fi пока тоже нигде нет. И когда загружу это видео, не знаю, но буду надеяться, что это произойдет в максимально короткие сроки, чтобы дать информацию тем, кто еще не выехал и хочет выехать. Все, на этом буду с вами прощаться. Нам 8 часов ехать, потом приедем, будем сразу спать. Спасибо вам, кстати, огромное за вашу поддержку, тем, кто поддерживает, тем, кто сопереживает. Огромное, просто гигантское, человеческое вам спасибо за это. Это очень приятно и, знаете, в тяжелый момент очень нужно быть просто человеком и посочувствовать тому, у кого такое случилось в жизни. Все, на этом прощаюсь с вами, до скорой встречи, пока.